Привет, я Настя. Я живу в России, самой большой стране в мире. А моя бабушка жила в СССР, который был чуть больше. Бабушка агроном, и объехала ее вдоль и поперек. А теперь я еду навестить ее старых друзей в Белоруссии, Казахстане, Бурятии, Татарстане, Осетии, Дагестане, чтобы передать им подарки от бабушки, приготовленные с большой любовью. Вот это да, кого я вижу. Здравствуйте, меня Настя зовут. Здравствуйте. Ислам. Спасибо вам за прием. Здравствуйте. Это бабушка передала. Бабушка? Да, передала Ой, вам. а что я подарок. передам? Ну, я сейчас что-нибудь соображу. Это сколько же тут муки? Немножко. Много надо было. Это же пачка, наверное, точно, килограмм. А на сколько тут пирогов? Вот здесь на 3? Нет, больше. Больше, да? Штук на 6 минимум. И вы все вот в этой печке будете? Или это специальная какая-то? Нет, в этой печке на дровах же все вкуснее. Да, я хочу тоже В смотреть. ногах, правда, Но нет. я не знаю, как это удобно. Целый день надо. Да? Сутки двое. Ну, просто по часу они же стоят, наверное, нет? 5 минут самое больше. 5 минут печется пирог. Остинский, да. Пора уже, наверное, стол накрывать. вот терапатута это савара, mana савор, я савбна на выпили маски дуарна гитюри, что не хамар бон ракрат. Омерсо. Саужаттан женниси бала хордина я хамар бдан на хордина ge gomana Сахкар. да то динат. Фдей вот бабайза дистергав шкоман токат бигай райдай. А мы фасез диyor hafta dakta. Ha torta bal rajdах махат мы як дойну уже. Вот, а охот дераться на заход. Упомянул всех святых, упомянул в том числе то, кто пироги сделал. Вот это Настя. осетин бытовала кровная месть. Кровная месть касалась только мужчин, женщин кровная месть не касалась. И пока одна фамилия не истребляла мужскую линию другой фамилии, кровная месть не прекращалась.
Ну вот есть легенда, вот по этой тропе, которая проходила по левому берегу реки Феогдон, встретились как-то два кровника. Но вражда была очень долгая, затянутая, и эти два человека даже уже забыли, по какому поводу фамилии когда-то стали враждовать. Ну, по традициям и обычаям они должны были на этой тропе вступить в схватку друг с другом. И один из всадников вместе с лошадью прыгнул в этот каньон, лишь бы не избежать встречи. Кровник его последовал за ним, его спасая. Когда они уже вышли на берег, они пожали друг другу руку и заключили договор о прекращении кровной мести. И вот на этом месте поставили вот этот такой вот памятник, который называется «Меч примирения кровников». В общем, мне большое удовольствие доставляет чем-то ознаменовать ваше присутствие в нашем гостеприимном Харькове и подарить вам этот символ гостеприимства наших горцев. Легенда то ли был, черт его знает. Это, будучи в походе, пленили девушку ослепительной красоты, небывалой, и привели на Нихас на суд старейшинам. Что делать с этой красавицей? Отпустить джигиты за ней уйдут, кому-нибудь отдать, перережутся. Тем временем все мужское население кружится там, а женам-то стало обидно. И одна коварная женщина говорит: она же посланница дьявола, надо кончать с ней. И послушались ее, и привели в исполнение. И вдруг откуда-то появляется никем неведомый странник. Вы не джигиты, а подлые трусы. Пусть вас покарает Аллах. И как внезапно появился, так внезапно исчез. На второе утро начинается страшная болезнь. Умерших закапывают в землю, но земля тоже их не принимает, обратно выбрасывает. Тогда умерших начинают облаживать камнями. И вроде этот процесс послужил началу склеповому строительству. Здесь мы видим главную часть дома. И вот он по центру как бы делится на две части. Здесь была мужская половина, но преград никаких нет. В углу восточном висели бараньи рога, символ фарна, благодати. Баран считается священным животным, а в нем видят только шашлык. А можно было заходить на мужскую половину? Можно было заходить, но там нечего делать. Вот свободный проход был, а что там женщине искать? Ничего, это не твои вещи. Вещи твои здесь. Посмотрите, надрукавник украшенный вот колокольчиком. Вот сверху, сюда да? делали, да? Сюда? Нагота тела, это было опасное дело. Вот человек, который питается шашлыком, то у него тормозов нету, грубо говоря. Поэтому мораль соблюдалась в этом отношении. Они ведь психологами были, прекрасно понимали, куда ты идешь, они уже знали, и к какому народу ты идешь, ты должен знать историю народа, как себя так вести. Это тонкие моменты были кавказской этики в этом. Вот здесь в что? газырях, Газыри. Ага. газыри это был порох на один выстрел, когда кремневое ружье. А стили не присягнули советской власти. 2 раза никогда Сетин не присягал. Это прекрасно знает Путин.
А танцуют тут они каждый... Мы по понедельникам приходим сюда, мы недалеко здесь живем по соседству. Значит, по понедельникам наша молодежь приходит сюда. Вот они не это не какая-нибудь не организация, это вот они по своей собственной инициативе, они воспроизводят наши народные танцы. Все это, вы обратили внимание, что девушки стоят с одной стороны, парни с другой. Вот этот мужчина, который с палочкой, он приглашает. Ну, можно ему по секрету сказать, что я хочу пригласить вот ту девушку, и он пригласит именно ту, да. Удачи.